Битва с драконами в самом разгаре. Сяо Янь появился в самый критический момент и спас Цзиянь. Три короля драконов, конечно, поступили крайне безобразно и подло, когда начали атаковать всех на восточном острове драконов, включая своих же подчиненных. Цзиянь пришлось прервать накопление энергии, чтобы создать защитный барьер. Кстати, в оригинале этого не было, довольно необычный ход. В итоге, именно появление Сяо Яня дало Цзиянь эти 10 минут для призыва сильнейшего навыка Императора Драконов – Меч Убийцы Драконов. Серия закончилась на самом интересном моменте. Сяо Янь взорвал Лотос Ярости Будды, но три короля не только выжили, но и в своих звериных формах атаковали Сяо Яня. Нас ждет продолжение эпичной битвы. Как мы говорили ранее, Сяо Янь выиграл это время для Цзиянь, но ценой нескольких смертельных ударов драконьих королей. Они на уровне святого 3 звезд. Обычный святой 1 звезды вряд ли выжил бы после такого. Но у Сяо Яня броня дракона Феникса, мощное тело и регенерация пламени 3000 звезд. Убить его не так-то просто, но решающим все же был меч убийцы драконов Цзиянь. Кто-то из королей драконов лишился руки, кто-то ноги, а кто-то был разрублен надвое. Одним словом, они серьезно пострадали и сбежали. Что же произошло далее? Война закончилась, Восточный остров драконов пришел в порядок, Цзиянь показала себя как истинная императрица, а Сяо Янь спустя 100 дней совершенствования совершил прорыв культивации, благодаря тому, что его родословная пробудилась. Теперь Сяо Янь на уровне святого 2 звезд. Первыми новостями было вернуться в павильон падающей звезды, поскольку пламя очищающего лотоса вот-вот должно появиться. И Цзиянь с улыбкой предложила Сяо Яню отправиться вместе с ним. Представьте, какая это помощь. Она настоящая святая 4 звезд. Перед лицом зала душ это неоценимая опора для Сяо Янь. С этого момента Цзиянь будет участвовать во всех будущих событиях снова. Но Сяо Янь спросил, если она пойдет вместе с ним. А как же Восточный остров дракона? Он прошел через опасную битву. Разве не лучше Цзиянь остаться для защиты? На самом деле все было в порядке. Три великих короля драконов пострадали от серьезных ран, а западный и южный короли даже искалечены. Невероятно много времени потребуется, прежде чем они сумеют хоть немного восстановиться, а старейшины смогут разобраться с остальными делами Восточного острова. Цзиянь была благодарна Сяо Яню за помощь, поэтому хотела отплатить ему. В итоге Сяо Янь согласился. Сражение за очищающее пламя лотоса привлечет зал душ, а это могущественные эксперты. Если Цзиянь пойдет с ним, то окажет ему существенную поддержку. Сяо Янь не стал терять время, и они сразу же отправились в путь. Но перед этим он обратился к Ямину, чтобы тот присмотрел за Цайлинь по возвращению в племя. Кстати, ее показали в трейлере, вероятно, тот момент, когда она получает наследие семицветных питонов. В предыдущем видео на канале мы как раз об этом говорили. А среди 3 заложников племени Небесных Фениксов Сяо Янь велел сперва освободить Цзюфэна, а 2 старейшины останутся на острове Дракона. 2 святые в качестве заложников приструнят Фениксов некоторое время. Пространственный тоннель образовался за спиной Сяо Яня, затем он первым же и вошел в него, а остальные последовали следом. Цзиянь быстро отдала некоторые указания, а затем пропала внутри тоннеля под беспомощным взглядом первого старейшины Восточного острова Дракона. Они быстро оказались на территории Альянса Небесного Дворца. Но по пути в павильон Сяо Янь встретил ряд поврежденных городов. Видимо, недавно случилось несколько битв. Кажется, Альянс не скучал, пока меня не было. Яо Лао, предок Хаюнь, первый старейшина башни эликсиров и несколько других личностей, например, цветочной фракции, собрались в просторном зале на территории павильона падающей звезды. Выглядели они немного мрачными. За последнее время около половины от 300 городов Альянса были атакованы. За этим стоял зал душ. А многие алхимики пропали. Что же делать? Мы сделаем то же самое, что и они. Они напали на наши города, а значит мы нападем на их филиалы. Ледяным тоном произнес Яо Лао. Хотя Альянс Небесного Дворца весьма силен, ему все еще не достает могущества на фоне зала душ. Но Яо Лао все равно запланировал начать атаку. Почему? Хотя зал душ чрезвычайно могуществен, многие эксперты располагаются в их штаб-квартире. Их филиалы не настолько страшны. Сяо Янь тоже был согласен, зал душ слишком высокомерен, но пришло время немного обрезать им хвосты. Все обрадовались и удивились, опознав его.
Особенно аура Сяо Яня, святой 2 звезд. Первый старейшина башни эликсиров тоже прошелся взглядом по Сяо Яню. Спустя полгода ты перескочил с первой звезды святого начального уровня на вторую звезду святого. Ты как будто желаешь, чтобы я испытал стыд, учитывая твою скорость развития. Яо Лао тоже поразился. Очевидно, он не ожидал, что сила Сяо Яня возрастет настолько спустя полгода. Затем он повернулся и посмотрел на Цзэянь. Он сразу определил, насколько страшная сила исходила от девушки. «Кто ты?» Яо Лао поднялся и сложил ладони перед Цзэянь, задав вопрос вежливым тоном. В оригинале Яо Лао, видимо, не был знаком с этой формой взрослой Цзэянь, поэтому не узнал ее. Цзэянь стала немного не по себе перед уважительным отношением со стороны Яо Лао. Она ранее встречалась с ним, но тогда она еще выглядела маленькой девочкой. Сяо Янь представил ее. Это Цзэянь, однако она является императрицей драконов племени древних драконов пустоты. Императрица древних драконов пустоты? Ошеломленно воскликнули все эксперты в зале. Они не могли поверить, что Сяо Янь сумел подружиться с такой поразительной личностью. Существо, император драконов племени древнего дракона пустоты, крайне мистическая сущность в глазах всего мира. Даже обычный член их племени считался легендарным в глазах людей. В конце концов, представители их племени редко видели на центральных равнинах. Племя древних драконов пустоты считалось таинственным и могущественным, как и древние кланы. Император драконов внутри племени считался сущностью, как и глава клана Гу или Хунь. Поэтому-то они не могли сдержать своего шока, когда услышали, что Цзэянь является императрицей дракона. Не ожидал, что госпожа Цзэянь носит такой титул. Мои глаза подвели меня в этот раз. Яо Лао сумел прийти в себя, поэтому снова сложил перед ней ладони. Цзэянь почувствовала себя некомфортно, поэтому Сяо Янь сказал, что Яо Лао может к ней относиться ровно так же, как и раньше. А далее вопрос филиалов зала душ. В зале душ много филиалов на центральных равнинах, всего их 24, и они имеют большое значение. В зале душ их называют залами Диша. Филиал, в котором был заключен Яо Лао, был одним из этих залов Диша. Над залами Диша находятся залы Тяньган. Эти залы имеют еще большее значение для зала душ. Залы Тяньган разделены на небесный, земной и человеческий. Небесный зал является штаб-квартирой зала душ. Земной зал находится под руководством заместителя главы Святым Трех Звезд, в то время как смертный зал управляется первым и вторым Тяньзунами. Третий Тяньзун погиб от руки Сяо Яня. Второй, Гую, только мнимый святой высокого уровня, его можно не опасаться. С нынешней силой Сяо Яня они действительно могли его разрушить. Сяо Янь холодно улыбнулся. Он по-настоящему ненавидел зал душ. Множество раз он почти умирал после встреч с ними. Ему стоит вернуть им небольшой должок. Поэтому Сяо Янь вызвался лично взять это дело. Основатель Хо Юнь и остальные защитят павильон. Яо Лао, конечно же, решил пойти с Сяо Янем. На его стороне также будет Цзэянь, святой 4 звезд. Не так уж много экспертов на центральных равнинах, что способны справиться с ней. Даже сам глава зала душ не сможет легко одолеть Цзэянь. Сяо Янь решил отдохнуть несколько дней, а затем начать атаку на зал смертных. Но сначала он проведет время с своей дочерью Сяо Сяо. Сяо Янь наконец увидел малышку Сяо Сяо. «Папа!» Сяо Янь смотрел на малышку Сяо Сяо, которая бежала к нему радостно по воздуху. Он шагнул вперед и обнял малютку. В его сердце расплывалось тепло. «Папочка, а где мамочка?» Малышка Сяо Сяо посмотрела парню за спину и прошлась взглядом по всем сторонам, пытаясь отыскать Цайли. Мамочка еще тренируется. Она вернется сразу же, как только закончит тренировку. Улыбнулся в ответ Сяо Янь. Он обнял дочурку и объяснил ей причину. Он заметил, как могучая и необъятная энергия внутри девочки успокоилась. Энергия подчинилась ей и потекла по необходимым ей маршрутам. Талант Сяо Сяо весьма внушителен. Спустя полгода она уже владела контролем над энергией в ее теле. «Теперь она может по праву считаться настоящим предком», — ответил Яо Лао. «Предок». Сяо Янь погладил малышку по голове, но невольно грустно рассмеялся. В прошлом ему пришлось пройти через множество трудностей, чтобы достигнуть класса предка. В итоге же Сяо Сяо не пришлось делать ничего, а она уже обладала такой силой. Размышляя о подобном, он не мог не вздохнуть. Яо Лао также рассказал, что Сяо Сяо очень любопытствует в алхимии.
Учитель решил, что когда она немного подрастет, также научит ее технике сжигания, а затем найдет для нее небесное пламя и постепенно познакомит с ним. Короче говоря, Яо Лао нашел себе нового ученика, как это ранее был юный Сяо Янь. Не менее интересной будет первая встреча маленькой Сяо Сяо и Цзи Янь. Они уставились друг на друга, но очень быстро подружились, ведь Цзи Янь внутри была все той же мелкой девчонкой, любящей приключения и вкусняшки в виде пилюль. А Сяо Сяо не прочь подурачиться и погонять, полетать на дракончике. И наконец, последним важнейшим событием будет прорыв Яо Лао на уровень святого. В трейлере показан этот легендарный момент. Всплеск энергии в небо, а Сюань И издалека наблюдает за этим, с радостью за своего друга. Сяо Янь не был особо удивлен прорывом. Яо Лао владел отличным фундаментом развития, учитывая его собранную энергию, а также эссенцию крови святого. Естественно, он без труда сумел совершить прорыв. Вернувшись в павильон падающей звезды, Сяо Янь начал охоту на филиалы зала душ, но сперва решил позаботиться о Яо Лао. Если его учитель тоже станет святым, противостоять залу душ будет куда проще. Вообще, появление святого – это значимое событие в любом клане или фракции. Так вот, вернувшись в павильон и решив многие проблемы, Сяо Янь остался с Яо Лао наедине. Он сжал свою ладонь, появилась нефритовая бутылка с каплей золотой жидкости, чрезвычайно ужасающая волна энергии вырвалась от нее. Что это? Выражение Яо Лао слегка напряглось, когда он увидел каплю крови. Он ощущал очень страшную силу внутри этой капли. Сяо Янь улыбнулся, посмотрел на Яо Лао и сказал: «Эссенция крови, оставленная экспертом, который вступил в область полушага от могущества Бога. Если учитель поглотит ее, то, возможно, вы сумеете прорваться на уровень святого первой звезды». Яо Лао осторожно взял бутылку, затем долгое время смотрел на нее. Он немного сомневался и даже хотел отказаться. Данная вещь очень ценна и больше пользы принесет Сяо Яню. Но тот заверил учителя: «Я уже поглотил ее, и не особо много пользы получу, если воспользуюсь снова этой каплей. Учитель должен потренироваться в течение нескольких дней. Мы отправимся в зал смертных, когда вы закончите тренироваться». Он развернулся и ушел к Сяо Сяо и Цзи Янь, не давая возможности Яо Лао как-то оспорить его решение. Яо Лао смотрел в спину молодому парню и мог только усмехнуться. Он сжал бутылку в своей руке, испытывая тепло в своем сердце. Он начал непродолжительное затворничество, войдя в состояние тренировки. В течение этих нескольких дней Сяо Янь оставался в павильоне падающей звезды. Так как ему нечего было делать, он начал обучать Сяо Сяо некоторым техникам доу ци. Шокирующий талант его дочери полностью выбил его из колеи. Наверняка ее можно было посчитать истинным гением. Его так называемый титул гения города Вутан не шел ни в какое сравнение с талантом Сяо Сяо. Сяо Янь наслаждался отцовством на протяжении полных 5 дней. Данное чувство давало ему понять, что он вырос по-настоящему. Он больше не являлся юношей с горячей головой, а представлял из себя могущественную личность. На 6-й день Яо Лао наконец вышел из своего уединения и предстал перед Сяо Янем. Доминирующая аура его наставника заставила его понять, что он сумел прорваться в класс святого. Сяо Янь не был особо удивлен прорывом. Яо Лао владел отличным фундаментом развития. Учитывая его собранную энергию, а также эссенцию крови святого Хуан Цюаня, естественно, он без труда сумел совершить прорыв. Нетрудно догадаться, какой была реакция почтенного Фэна и старейшин павильона. Если ранее Яо Лао на уровне мнимого святого был очень уважаем, то теперь он стал важной личностью не только в пределах центральных равнин. После прорыва Яо Лао группа с Сяо Янем во главе покинула павильон на следующий же день. Только небольшое число высших эшелонов их альянса знало, что они отправились уничтожать зал смертных. Итого группа с Сяо Янем во главе покинула павильон, они отправились уничтожать зал смертных. Горный хребет захоронения располагался в пересечении между западным и южным регионами центральных равнин. Темная аура смешалась с насыщенным трупным запахом. Вспыхнули лучи света, раскрывая взору несколько человек. Рядом виднелось легкое искажение в пространстве.
«Здесь установлен пространственный барьер, они обнаружат нас сразу же», — объяснил Яо Лао. Сяоянь слегка кивнул и бросил взгляд на Цзиянь. Она улыбнулась и просто махнула рукой. Пространство вокруг искажения вдруг заколебалось и преобразовалось в пространственный купол. «На этот раз нет нужды оставлять никого в живых», — решительно велел Сяоянь. «Зал душ. Наконец-то пришло время решить нашу вражду. Я ведь не поздно, не так ли?» В центре находилось большое здание, чрезвычайно темная и ужасная аура исходила именно от него. Со стен свисали черные цепи. Атмосфера выглядела невероятно мрачной. Наконец взору предстали 10 человек, протекторы. Они разговаривали между собой о задаче по сбору душ. Они напали на несколько городов, принадлежащих Альянсу Небесного Дворца. В результате получили большую награду от первого Тяньцзуна. Пространство вокруг них застыло. Они с силой о него ударились, но даже не успели закричать от боли, так как сила пространства сдавила их и отправила в небытие. Группа Сяояня ступила на землю. «Как смеете вы врываться на территорию Зала душ? Вы все ищете смерти!» Множество человек ринулось на группу Сяояня со всех сторон. Сяоянь лишь улыбнулся, когда враги ринулись на него. Эта шайка внезапно осмелела. Он махнул рукой и явил море огня. Все протекторы тут же исчезли. Самые слабые из них уровня предка даже не успели издать жалкие вопли перед смертью. Море огня разлеталось. Только сейчас они поняли, что перед ними далеко не смертники, а подготовленная группа. «Ублюдок! Да как смеешь ты высокомерно вести себя на территории Зала душ? Ты, должна быть, устал от жизни! Тяньцзуны, схватить их!» Приказал всем старый монстр Гую. Более 10 человек вылетело из здания и воспарило в небе. Каждый из них был на уровне почтенного воина. Они уставились на группу Сяояня. «Ха-ха-ха! Ты смеешь выставлять впереди простых почтенных воинов? Гую, лучше бы тебе лично выйти вперед!» Громко рассмеялся Сяоянь и шагнул вперед, указывая рукой на группу старейшин Зала душ. Он сжал ладонь, сжимая пространство в той точке. И как только ладонь сжалась, более десятка старейшин превратились в кровавые ошметки. Даже их души оказались разорваны. Со своей силой Святого Двух Звезд эксперты уровня почтенных воинов даже должного сопротивления не смогли оказать. И тут Сяоянь заметил что-то неожиданное. «Пламя морского сердца?» Воскликнул про себя Сяоянь. Среди пойманных экспертов он заметил одного человека. На его поверхности горело лазурное пламя, но он с одного взгляда сумел опознать его происхождение. «Старик Мугу!» Сяоянь махнул рукой, а невидимая сила схватила того человека и притянула его к нему. Сяоянь был удивлен, а старик с другой стороны был шокирован настолько, что не мог прийти в себя. С тех пор, как он потерпел поражение во время похищения пламени 3000 звезд, его послали в зал смертных. Он собирал души за пределами центральных равнин. Хотя он иногда слышал о возросшей силе Сяояня, но никогда не проверял слухи. Поэтому при личной встрече он наконец-то понял, что так называемая возросшая сила куда более пугающая. «Святой! Ты на самом деле прорвался на уровень святого!» Дрожащим голосом вопрошал старик Мугу. За несколько лет член младшего поколения, который когда-то с большим трудом улепетывал от него, стал настолько сильным. Прошло столько лет с нашей последней встречи, но я постоянно сожалел. Пламя морского сердца тоже небесное пламя. Пустая потеря природного ресурса — оставлять его у тебя. Раз я снова тебя встретил, давай его сюда. Рассмеялся Сяоянь. Он коснулся рукой головы старика Мугу и высвободил из ладони дикую силу поглощения. Он собирался силой выдворить эссенцию небесного пламени из тела старика. Но тут послышался свирепый вопль. Пока Сяоянь хотел силой вырвать небесное пламя, черный силуэт ринулся вперед, а от него в атаку устремилась огромная цепь прямо на Сяояня. Это вмешался Гую. Но что простой мнимый святой может сделать Сяояню, святому двух звезд? «Гую, ты слишком высокого о себе мнения!» — покачал головой Сяоянь. Он щелкнул пальцем, и тот отлетел назад, ударившись о стену. В следующий миг Сяоянь сжал ладонь и выдернул эссенцию синего пламени из тела старика Мугу.
В тот же момент его аура заметно ослабла, как будто бы он получил тяжелейший удар. Небесное пламя, 15-е в рейтинге, что вначале принадлежало Хань Фэну, а после этого старику Мугу, теперь обрело достойного хозяина – Сяо Яня. Глаза старика Мугу налились кровью, когда из его тела вытянули пламя океанического сердца. Его тело тут же начало раздуваться в попытке саморазрушения. Но Сяо Янь просто махнул рукой. Волна невероятного ветра яростно ударила в старика Мугу, разорвав его тело на кровавые атомы. Почтенный воин из зала душ, который в прошлом причинял так много проблем Сяо Яню, теперь не получил возможности даже совершить самоуничтожение. Сяо Янь посмотрел на эссенцию пламени в своей ладони. Следом он раскрыл рот и поглотил ее. При его нынешней силе поглощение пламени морского сердца не принесет большого роста его силе, но оно крайне полезно для увеличения мощи пламенного лотоса ярости Будды. Ведь чем больше видов пламени в лотосе, тем он мощнее, а пламя морского сердца на 15-м месте было далеко не худшим вариантом. Хотя пламя преобразования жизни тоже сильно, но оно по природе всего лишь являлось псевдонебесным пламенем. Только при помощи пламени морского сердца Сяо Янь сумеет высвободить истинную мощь пятицветного пламенного лотоса уничтожения. Когда Сяо Янь успешно поглотил эссенцию пламени, святой Гую уже возник в воздухе. «Мои извинения, но я планировал превратить это место в море крови», — улыбнулся Сяо Янь. А Цзи Янь уже закрепила любые пространственные колебания, которые могли бы вырваться из этого места. Даже если его враги владели пространственным нефритом для призыва экспертов из клана Хунь, они не смогут им воспользоваться. Сяо Янь тут же почувствовал, что мнимый святой Гую был не один. Первый Тяньцзун прекратил прятаться. Какое высокомерие! Ты вправду думаешь, что можешь так себя вести, даже если и прорвался на уровень святого? Клан Хунь с легкостью может прикончить тебя. Тот самый первый Тяньцзун зала душ. Именно его рассчитывал встретить Сяо Янь. Согласитесь, Гую уровня Баншен для Сяо Яня не соперник, а вот первый Тяньцзун на уровне святого 2 звезд хоть какой-то намек на битву. И мы этого ждем. Первый Тяньцзун начал слишком уверенно. «Раз ты сам к нам пришел, я заберу твою жизнь». «Еще неизвестно, кто заберет чью жизнь», — рассмеялся Сяо Янь. Именно этот первый Тяньцзун вмешался и спас Гую в прошлый раз. Сяо Янь тогда не мог с ним сражаться, но теперь все иначе. Первый Тяньцзун — средний уровень святого 2 звезд. Вот почему он оказался немного сильнее даже при нынешнем уровне развития Сяо Яня. Нас ждет интересная битва. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам эти насыщенные события и как вам новая серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.